Повсюду на E3 2015 находится виртуальная реальность. Это совершенно неожиданно, но просто вот в каждом уголку выставки, в каждом холле есть какой-нибудь стенд. Сюда даже приехала Starbreeze Entertainment со своей установкой виртуальной реальности. Вообще непонятно, кто ее сделал. Называется Star VR, но, видимо, Starbreeze. Видимо, они сами и делают свой вариант. Показывают свой Walking Dead с мертвецами в 5К. Отличие их шлемов в том, что там два дисплея, они находятся под углами, что позволяет периферическим зрением, да, видеть мир игры, что еще сильнее усиливает погружение в виртуальный мир. Сама игра, правда, абсолютно такой рельсовый тир, в котором ты едешь на кресле каталки по психбольнице и всех расстреливаешь. Также они с помощью специальной технологии отслеживают оружие, которое держит игрок в руках, что, понятное дело, усиливает погружение. Ты можешь взаимодействовать с этим оружием, шотганом, например, с окружением, открывать двери и так далее. Но проблема в том, что это их собственная разработка, и как бы никакой поддержки сторонних разработчиков для нее нет. Они говорят, что очень хотят дружить с Valve, с их технологией, полностью туда интегрироваться. Но пока что этого нет, есть только демка. Очередь просто бесконечная, но смысл один. Все понимают, что виртуальная реальность — это следующий главный игровой рынок. Пока что ни у кого нет работающей, да, там, модели, чтобы все это миллионам людей продать. Но главное, что все понимают, что за VR будущее. И Microsoft, и Sony, и Samsung, и Valve, и HTC, и даже Starbreeze. Ну, а я, как вы знаете, апологет давно VR, с самого начала. Я бэкерил первый Oculus. И грех был бы не проверить, как дела с виртуальной реальностью у самых разных производителей. Пойдемте. Sony второй вступила в гонку виртуальной реальности сразу за Oculus. В 2013 году они объявили, что разрабатывают свой шлем виртуальной реальности. Назвали проект Project Morpheus. В 2014 году впервые его показали, и, собственно, Шухей Ишида, глава по разработке Sony, он искренне верит в проект и называет его для компании приоритетным. Он действительно верит в VR. У Project Morpheus есть как свои достоинства, так и недостатки. Главный недостаток — это то, что он упирается в возможности PlayStation 4, которые, точились, да, под нормальные игры, а не под VR. Под VR нужно мало того, что 3D, так еще в высоком разрешении. Поэтому игры для Project Morpheus, они все по графике сильно проще тех навороченных игр, которые мы видим для PC и Oculus. Но свои плюсы тоже есть. Во-первых, это единственный шлем, который максимально близок к консюмерскому продукту, то есть тот, который можно купить в магазине. Он легкий, он легко одевается на голову, хорошо на ней сидит. У него есть наушники со специальной технологией трехмерного позиционирования звука, да, который меняется в зависимости от того, как вы мотаете головой, что на самом деле очень сильно увеличивает эффект погружения. Внутри OLED-дисплей 1080p, работающий на частоте 120 Гц. Но самое главное преимущество Sony — это контент. Это компания, которая делает игры, не только железо. И показанные на E3 2015 прототипы, да, демки от самой Sony были одним из самых сильных VR-впечатлений, которые я испытывал. Первой демкой, которую я пробовал, был Playroom VR. Sony не забыла своих смешных роботов и сделала небольшую мини-игру для Project Morpheus для всей компании. Пока один игрок с виртуальным шлемом на голове пытается уничтожить маленьких роботов, его друзья, сидя в гостиной, за них играют. Пытаются сначала от него убежать, а потом совместными усилиями одолеть монстра. Смотри, на вертолете. А мы убегаем. Я не понимаю, где я. Я не понимаю, где я. Я не понимаю, кто я. О, я себя нашел. Народ, я себя нашел. Она смешно выглядит, зеленая година. Это с Морфеусом. Надо брать коробку. О, я попал, да, я знаю. На тебе! А, нет!
Не, ну вот это уже повеселее пошло. На тебе, в рожу тебе! В рожу тебе! На тебе! Рояль сейчас! Да, на тебе роялем! На! Я все время теряю себя. Вот тебе еще роялем. Он летит офигенно. Хорошо, что как бы не только ты понимаешь, что происходит, но и всем вокруг тоже весело. Не как тебя как на идиот смотрят, да, типа, а еще участвуют. Так что, не, хорошо. Следующей опробованной демкой была Kitchen от Capcom, которую компания называет лишь образцом нового слова в электронных развлечениях, которое можно ожидать от компании. И, честно говоря, я совсем не был готов к тому, что мне предстояло пережить. К сожалению, никакого геймплейного футажа Kitchen на данный момент нет, так что вам придется наблюдать лишь за моей реакцией. Так, пацаны. Я вижу свои руки, они связаны. И они повторяют движение моего контроллера. Ой, там чувак какой-то лежит, связанный. Трекинг на уровне Oculus, хотелось бы поточнее. Но все равно это, блядь. Чувак, что ты от меня хочешь? На тебе в голову. Нельзя ему руками двинуть. Но ощущение объема просто охеренное. Я вижу свои руки, которые... Ну, геймпадом я ими шевелю, они связаны. Тут чувак пытается меня развязать сейчас. Сзади женщина! Бля. Это очень страшно. Съеб. Иди нахер! Это пиздец какой-то. Я уже вспотел. У меня запотели стекла. Его голова прикатилась ко мне, черт! Жалко, еще ноги не дрожат так же, как у меня здесь на стуле. Съеб... Бля. Я вспотел, реально, чтобы вы понимали. Но даже произошедшее на кухне не могло меня приготовить к следующему VR-опыту. London Heist — игра, которая создается лондонской студией Sony. Это далеко не единственный VR-проект под Morpheus, который они делают, но пока что самый впечатляющий. Настала очередь одного из самых интересных местных аттракционов — London Heist. В общем, смысл в том, что используются мувы. Если вы думали, что они уже никогда не понадобятся, то вот пример того, что они все-таки нужны. С помощью одного мува ты управляешь рукой, берешь предметы, и в какой-то момент по ходу демо тебе достается оружие, и одной рукой ты держишь оружие, а другой его заряжаешь, берешь обоймы. Сейчас проверим, как это есть. Сейчас вот будем ехать на машине, там дергать рычажки, даже радио можно включать. Давайте, let's go. Keep your eyes peeled. You ain't clear yet. Ага. Так, я держу два мува. Так, районы Лондона. 4:52 утра. Ой, я беру банку. Так, пиво. Я пью пиво. На. О, банка укатилась. Черт. О, дверь открыл, стакан выпал. Вы видели это? Я выкинул банку. Я взял оружие. Сдохните, мрази! На! Зарядились! Бля! Извините, что я ругаюсь, но это просто херня! На! Получи, мразь! На тебе, бля! Еще нужно было на дашборде рассыпать, чтобы ты его снюхивал для полного погружения в образ гангстера.
Там на дне уже гильзы. Ой, не гильзы, а обоймы. Сдохни. Я чуть не выпал. Я в левую руку оружие переложил. Это же просто Сдохни ты. Да! Да! О, аварийку можно включить. Сдохни, сдохни. Короче, это я большего погружения вообще. У меня дома Oculus, но не хватает контента вот такого. Тем более то, что ты используешь это с мувом, ты полностью управляешь руками двумя. Практически это просто идеально происходит. Все, что я хотел делать, я делал. Если я хотел высунуться из машины, я высовывался. То есть ты едешь реально на шотгане, да, как это говорится, на пассажирском сиденье с оружием, у тебя пушка, куча обоим, ты просто постоянно перезаряжаешься, перекидываешь эту УЗИ из руки в руку. Ощущение того, что ты стреляешь по людям, ну просто, я не знаю, если можно сделать реалистичнее, ну, это будет когда-нибудь, но на данном этапе это просто взрыв мозга. Вот все, что я хотел делать, там, высовываться, стрелять по колесам, все, что я хотел потрогать в машине, и, даже можно взять просто пивную банку, открыть дверь машины и туда ее выкинуть, и будет все по физике. Это лучше вообще мой VR-экспириенс, который вот был на данный момент. Следующая показанная демка была от стороннего разработчика и, к сожалению, не столь впечатляющей. Это ремейк культовой игры Battlezone. К сожалению, не той культовой игры, которую делал на Activision, а оригинальной культовой Battlezone, которая была еще в векторной графике. Новую игру делает Rebellion. Они купили права на распродаже останков Atari, и выглядит она, в общем-то, весьма условно. Так, я сижу непонятно в чем. Ну, еду я в танке вокруг. Хай-тек танки. Сверху такое окружение типа трона. Ну, ага, меня вывозят на арену. Ой, тут роботы какие-то. Ой. Не, крутое ощущение объема. Ну, короче, это такое совсем обычное. Таких демок на том же Oculus полно. Тут ничего особенного нету. О, это прикольно. Когда много объектов трехмерных, но тормозит, конечно. Вот когда свет через них просеивает, много объектов летит, тогда да. Ну, как бы оно, как понимаешь, зачем ты играешь в VR, но в остальном как-то так. Обычная демо. Ну и, наконец, финальная демо, которую я пробовал, на самом деле было самым старым и самым первым проектом для Oculus. Это Eve Valkyria. Сбылась моя мечта, я как бейкер Oculus до сих пор не играл в Valkyrie. Это вообще был первый анонс фактически серьезной игры под виртуальную реальность. Я до сих пор ее не пробовал. Вот, наконец-то, спустя 3 года дошли руки, точнее, голова. Смысл Valkyrie в том, что ты в космическом корабле и в шлеме виртуальной реальности используется, по сути, та же технология, что у реальных пилотов. Ты можешь зрением наводить ракеты, то есть брать их в цель. Это вот как раз тот геймплей, который тебе не может дать обычная клавиатура, мышка, джойстик, геймпад. Так что мне очень интересно. Плюс вообще космические игры. Я до этого играл в Elite Dangerous, только космические игры в VR выглядят потрясающе, потому что ты впервые вот по-настоящему объем ощущаешь. Кабина космического корабля, и вот очень расстояние круто чувствуется, на ней царапины здесь на стекле. Все это очень круто ощущается. Так, ой, красиво, красиво, красиво. Разрешение бы повыше, конечно, но это ко всему VR относится. То, что геймпадом управлять приходится, конечно, уже не так это круто по сравнению, когда ты с мувами. Но это все равно очень круто. Объем, конечно, феерически ощущается.
А, захватим врага. Так. Что такое? Черт! На тебе! Сейчас заходик сделаем! Ах, получили! Черт. Главное смотреть по сторонам. Правильно разработчик сказал. На тебе! One more minute. We're nearly done. Ну, короче, как VR-экспириенс не настолько круто, как после с мувом, но все равно это здорово. Объем просто офигенно чувствуется, прицеливаешься головой, но остальные две демки были по-настоящему, взрывали и давали абсолютно новый экспириенс. Здесь я меньше впечатлен, но все равно круто. VR-гейминг — будущее, и это только первые шаги. Это то, что больше всего впечатляет во всем этом. Только люди начинают пробовать разные вещи. И это на самом деле только демки, которые я смог опробовать лично. Всего же Sony представила порядка 20 проектов для Project Morpheus, включая как собственные разработки, так и сторонние. Лондонская студия еще показывала демку Deep, где ты погружаешься в пучину океана. Они же еще в прошлом году представили демку VR Large, где нужно было катиться лежа на доске по шоссе. Namco Bandai и ее Tekken команда работает над Summer Lesson, совершенно такой японской темой, с виртуальными свиданиями. Harmonix анонсировали первую музыкальную VR-игру, а это те люди, которые, собственно, создали вообще жанр музыкальных игр, начиная там с Amplitude и заканчивая Guitar Hero, Rock Band'ом и Dance Central. Очень интересно посмотреть, что они сделают теперь. Кембриджевское отделение Guerrilla Games, соневская команда, делает игру Rix, которая, по сути, классическая дефматч-арена, только с роботами. Ubisoft обещали поддержку Morpheus в Trackmania Turbo, показали еще кучу всякого инди. Epic продемонстрировала, как ее Unreal Engine может применяться совместно с Morpheus. Они оптимизировали под PS4 свою крышесносную демку Showdown, и, в общем-то, она в 1080 выдавала 60 FPS, что дает нам хорошую надежду на будущее, что будут действительно очень красивые игры. И пока что все показано лишь первые эксперименты, и дальше будет намного круче. В общем, Project Morpheus явно нацелен завоевать массы, и посмотрим, как у него это получится. До встречи в новых сюжетах, ставьте лайки, если понравилось видео. Больше лайков, больше желания ездить черти куда и снимать репортажи про виртуальную реальность. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски, и увидимся в следующих сюжетах. Я с виртуальной реальностью еще не закончил.